почему правительство провоцирует народ на протесты? В последнее время в Казахстане наблюдается рост общественного недовольства, связанного с экономическими и социальными проблемами. Основные причины – увеличение налоговой нагрузки, рост кредитной задолженности населения и несоответствие между официально заявленной средней заработной платой и реальными доходами граждан. Эти факторы вызывают вопросы, почему правительство принимает решения, которые, по мнению многих, провоцируют население на протестные действия. В данном материале мы подробно рассмотрим текущую ситуацию, опираясь на официальные данные и статистику. Увеличение налоговой нагрузки, рост НДС. В начале 2025 года правительство Казахстана предложило повысить ставку налога на добавленную стоимость, НДС, с текущих 12% до 20%. Это предложение вызвало широкий общественный резонанс и активные обсуждения среди экспертов и граждан. Основная цель такого шага, по заявлению властей, в восполнении дефицита бюджета и укрепление государственных финансов. Реакция общества и бизнеса. Предложение о резком повышении НДС встретило критику со стороны представителей бизнеса и населения. Основные опасения связаны с возможным ростом цен на товары и услуги, что негативно отразится на покупательной способности граждан. Экономисты предупреждают, что увеличение НДС может привести к инфляционному давлению и снижению реальных доходов населения. После обсуждений и критики правительство пересмотрело первоначальное предложение. Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин озвучил обновленный вариант – установить общеустановленную ставку НДС на уровне 16% с пониженной ставкой 10% для отдельных отраслей и полным освобождением от НДС для производителей сельскохозяйственной продукции. Несмотря на снижение первоначально предложенной ставки, многие эксперты и граждане продолжают выражать обеспокоенность по поводу возможных экономических последствий. Кредитная нагрузка населения. Кредитная нагрузка на население Казахстана продолжает расти. По данным Национального банка, общий объем потребительских кредитов в стране достиг рекордных показателей. Многие граждане вынуждены обращаться к кредитным организациям для покрытия повседневных расходов, что приводит к увеличению долговой нагрузки и снижению финансовой стабильности семей. Причины роста закредитованности основными факторами, способствующими росту кредитной нагрузки, являются низкий уровень реальных доходов. Несмотря на официальные данные о росте средней заработной платы, многие граждане не ощущают улучшения своего финансового положения. Рост цен на товары и услуги, инфляция и повышение налогов приводят к удорожанию жизни, что заставляет людей обращаться за кредитами. Недостаточная финансовая грамотность. Многие заемщики не полностью осознают условия кредитных договоров, что приводит к накоплению долгов. Последствия для общества. Высокий уровень закредитованности населения может привести к следующим негативным последствиям. Социальная напряженность, увеличение числа должников способствует росту недовольства и протестных настроений. Экономическая нестабильность, массовые неплатежи по кредитам могут негативно отразиться на банковской системе и экономике в целом. Психологические проблемы, долговая нагрузка часто становится причиной стресса и ухудшения психического здоровья граждан. Несоответствие между официальной и реальной заработной платой. Официальные данные. Согласно данным Бюро национальной статистики, в третьем квартале 2024 года средняя номинальная заработная плата в Казахстане составила 390 328 тенге, что на 11,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Медианная зарплата, отражающая центральное значение в распределении доходов, составила 269 378 тенге. Реальная ситуация. Несмотря на официальные данные о росте заработной платы, многие граждане сообщают, что их реальные доходы остаются низкими. Основные причины этого несоответствия – неравномерное распределение доходов, значительная часть повышения зарплат приходится на высокооплачиваемые сектора, такие как информационные технологии и связь, тогда как в других отраслях рост менее заметен.
Инфляция, рост цен на товары и услуги нивелирует увеличение номинальных доходов, снижая покупательную способность населения. Скрытая безработица и неполная занятость. Многие граждане работают на условиях неполной занятости или в теневом секторе, что не отражается в официальной статистике. Последствия для населения несоответствия между официальными данными и реальными доходами приводит к следующим проблемам. Недоверие к официальной статистике, граждане перестают доверять публикуемым данным, что подрывает авторитет государственных институтов. Социальное неравенство. Усиливается разрыв между различными слоями населения, что способствует росту социальной напряженности. Снижение качества жизни. Реальные доходы не позволяют многим семьям обеспечивать достойный уровень жизни, что приводит к ухудшению социально-экономической ситуации в стране. Заключение: анализ текущей ситуации в Казахстане показывает, что сочетание факторов, таких как рост налоговой нагрузки, увеличение кредитной задолженности населения и несоответствие между официальными и реальными доходами, способствует росту общественного недовольства. Для предотвращения возможных социальных потрясений необходимо пересмотреть налоговую политику, учитывать реальные возможности бизнеса и населения при введении новых налоговых ставок, снизить кредитную нагрузку, разработать программы по реструктуризации долгов и повышению финансовой грамотности граждан, обеспечить прозрачность статистических данных, предоставлять объективную информацию о состоянии экономики и доходах населения для восстановления доверия граждан. Только комплексный подход и учет интересов всех слоев общества помогут стабилизировать ситуацию и предотвратить возможные протестные настроения. Анализ текущей социально-экономической ситуации в Казахстане демонстрирует, что ряд структурных проблем усиливает напряженность в обществе. Рост налоговой нагрузки, увеличение кредитной задолженности населения и несоответствие между официальными и реальными доходами являются ключевыми факторами, влияющими на рост общественного недовольства. Однако эти проблемы не возникают в вакууме, они являются следствием как глобальных экономических процессов, так и внутренней экономической политики. Для предотвращения возможных социальных потрясений важно не только пересмотреть отдельные экономические меры, но и выработать комплексный подход, включающий в себя эффективную фискальную, кредитно-денежную и социальную политику. Первое. Пересмотр налоговой политики. Налоговая система должна учитывать реальные возможности бизнеса и граждан. Введение новых налогов или повышение существующих ставок без учета экономической ситуации ведет к росту теневой экономики и недовольству со стороны предпринимателей. Применение дифференцированного подхода к налогообложению, снижение административного давления на малый и средний бизнес, а также внедрение стимулирующих налоговых льгот помогут создать более справедливую и устойчивую систему налогообложения. Второе. Снижение кредитной нагрузки населения. Уровень закредитованности граждан растет, что приводит к ухудшению их финансового положения и снижению потребительской активности. Для решения этой проблемы необходимо разработать программы реструктуризации долгов, а также усилить контроль за деятельностью микрофинансовых организаций и банков, предоставляющих займы под высокие проценты. Важным элементом также является повышение финансовой грамотности населения, введение образовательных программ, которые помогут гражданам лучше понимать принципы управления личными финансами и избегать попадания в долговые ловушки. Третье. Обеспечение прозрачности статистических данных. Недоверие к официальной экономической статистике усиливает социальное напряжение. Разрыв между официальными данными о доходах и реальной покупательной способностью граждан вызывает сомнения в достоверности представляемой информации. Для восстановления доверия к государственным институтам необходимо внедрение прозрачных механизмов сбора и публикации данных, независимый аудит ключевых экономических показателей и открытый диалог между властью и обществом. 4. Развитие механизмов социальной поддержки. Помимо экономических мер, важно учитывать и социальный аспект. Расширение программ поддержки малоимущих, введение субсидий для наиболее уязвимых слоев населения и обеспечение доступности базовых социальных услуг, здравоохранения, образования, жилья помогут снизить социальное неравенство и улучшить уровень жизни граждан.
5. Усиление роли общественного диалога. Открытость власти к диалогу с населением – ключевой фактор предотвращения социальных потрясений. Формирование площадок для обсуждения экономической политики с участием экспертов, представителей бизнеса и гражданского общества позволит вырабатывать более сбалансированные решения. Важно не просто декларировать готовность к диалогу, но и действительно учитывать общественное мнение при разработке государственных решений. Таким образом, для стабилизации социально-экономической ситуации в Казахстане необходимы не только точечные изменения в экономической политике, но и системные реформы, направленные на повышение уровня жизни населения, восстановление доверия к государственным институтам и создание устойчивой и предсказуемой экономической среды. Комплексный подход с учетом интересов всех слоев общества позволит не только предотвратить возможные протестные настроения, но и создать основу для устойчивого развития страны в долгосрочной перспективе.